На водохранилище я приехал часа в 4 утра, когда солнце еще было за горизонтом, чтобы встретить рассвет на берегу. Так как от автомобильной стоянки до места ловли мне нужно пройти со всеми вещами пешком метров 800, то я ограничен в количестве вещей, которые я могу взять. С собой я беру зимний ящик, на котором буду сидеть и который довольно вместительный, ведро, в котором у меня лежит газовая горелка и кофе, ведро для прикормки, чехол с удилищем, садок и маленький столик. А над водохранилищем стоит густой туман. Отличное зрелище, хоть и не будет видно поднимающегося из-за горизонта солнца. Собираю фидер и замешиваю прикормку. Прикормка магазинная, для плотвы, которую я смешиваю с отваренным пшеном. Точку ловли я выбирать не особо умею. Этому мне еще предстоит научиться в дальнейшем. Надеюсь, с опытом это как-то придет. Поэтому пока я просто закидываю кормушку без поводка. Протягиваю ее немного по дну, чтобы убедиться, что ее там на дне ничего не цепляет. Потом закидываю кормушку еще раз примерно в то же место и ставлю клипсу. Затем уже ставлю поводок 80 сантиметров и начинаю закармливать место. А туман как будто стал еще гуще. Перезакидываю почаще, чтобы побыстрее сделать подобие кормового пятна в месте ловли. Наблюдаю за утками и слушаю утренние звуки природы. По мере того, как солнце поднимается из-за горизонта, туман начинает рассеиваться, и через некоторое время он совсем уходит, и утро становится очень ясным. Вместе с этим начинаются и первые поклевки. Замечаю, как начинает дергаться кончик удилища, и сразу делаю подсечку. Выматываю шнур и чувствую небольшое сопротивление на том конце. Небольшая плотва отправляется в садок. Следующая поклевка происходит довольно забавно. После заброса я начинаю немного проворачивать катушку, чтобы убрать провис шнура и взвести вершинку. И как только шнур немного натягивается, то я ощущаю тычки в руку и сразу же подсекаю рыбу.
Эта плотва уже покрупнее предыдущей, примерно с мою ладонь. Рыбка продолжает брать опарыша вскоре после заброса. Очередная поклевка и подсечка, и очередная плотва идет в садок. В этот раз я промахнулся и не добросил кормушку до точки ловли. Удара в клипсу нет, но я решаю не перебрасывать кормушку, а подождать немного, так как рыба активна и скорее всего быстро найдет мою наживку даже в 2 метрах от точки заброса. Так и выходит. Следующая поклевка не заставляет себя долго ждать. Подсекаю и выматываю шнур. На этот раз сопротивление на том конце шнура немного сильней. Наверное, более крупная рыба. Так и есть, это самая крупная плотва за сегодняшнюю рыбалку. Рыба довольно бойкая, пытается бороться. Вытаскиваю ее на берег, не решаясь поднимать ее на удилище, чтобы случайно не сломать вершинку фидера. Крючок проглочен довольно глубоко, поэтому достаю его с помощью экстрактора, чтобы меньше травмировать рыбу. Угостил соседствующих уток вареным пшеном.
Забавно наблюдать, как утка понемногу берет пшено и затем запивает его водой. И снова поклевка. И еще одна плотва пополняет мой улов. Около 9 часов утра рыба перестает активно отзываться, а значит появилось время заварить себе вкусный кофе, чтобы насладиться им на свежем воздухе и затем начать не спеша собираться домой. Вот такой у меня сегодня улов. 9 плотвиц. Для меня, неискушенного трофеями рыбака, это нормальный результат. Эти поклевки дали мне возможность немного почувствовать борьбу с рыбой при вываживании, чтобы удовлетворить мой рыболовный азарт. А теперь пора отпустить их обратно в родную стихию. Сегодня рыбалка подарила мне уникальные эмоции, какие родились на стыке моего рыболовного азарта и умиротворения от отдыха на природе. Было невероятно захватывающе наблюдать, как природа оживает на рассвете, а гладь воды меняет свои тона с восходом солнца. Ощущение вибрации удилища во время вываживания рыбы – это чистый и ни с чем не сравнимый восторг. В то же время чувство единения с природой в такие моменты дарит какое-то внутреннее спокойствие.
Для меня рыбалка — это не просто выезд на природу, а настоящая эмоциональная подзарядка, после которой ощущаешь гармонию с собой и окружающим миром. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить реакции и подписываться.